Люди на местах рассказывали о яркой вспышке, за которой шел громкий гулкий звук. Большинство показаний сводилось к ощущению, что где-то недалеко от них взорвалась обычная магниевая бомба. Они ориентировались на ущерб, ведь из-за взрыва людей швыряло через комнаты, разбивались стекла, разрушались здания. Понимание пришло позже, когда люди выбрались из-под руин, что как будто на весь город, на каждый дом скинули по такой вот обычной бомбе одновременно. Вокруг кричали раненые. Люди с чудовищными ожогами ходили по улицам, не зная, куда податься. По городу начали расползаться пожары, превратившиеся со временем в один сплошной огненный шторм. Люди умирали в этом огне или тонули, пытаясь спастись в реке. Фотограф, заставший катастрофу, описывал это одним словом – преисподняя. Так описывали очевидцы произошедшее 6 августа 1945 года в городе Хиросима. Более 90% врачей и 93% медсестер в Хиросиме были убиты или ранены. При сбросе бомбы произошел сбой. Из-за бокового ветра бомба вместо точки прицеливания моста Айой взорвалась над хирургической клиникой Симай. 9 августа похожее произошло и в Нагасаки. Количество погибших по различным подсчетам варьируется от 60 тысяч до 90 тысяч в каждом городе, а целесообразность применения ядерного оружия до сих пор вызывает споры. Всем панкейк! Сегодня мы расскажем вам про самые разрушительные взрывы. В нашем сегодняшнем списке будут в первую очередь техногенные катастрофы. Помимо Хиросимы и Нагасаки, есть только 2 случая, когда опасность от ядерной активности оценивалась на максимальный уровень. Это авария на АЭС Фукусима-1 из-за землетрясения и последующего цунами, и, конечно, катастрофа в 4-м реакторе Чернобыльской АЭС. Про это снимают фильмы и сериалы. Но мало кто знает, что хотя трудно сравнивать выбросы между Чернобыльской аварией и преднамеренным ядерным взрывом в воздухе, все же было подсчитано, что из Чернобыля было выброшено примерно в 400 раз больше радиоактивного материала, чем в результате атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки вместе взятых. Да что уж там, как это показано в сериале «Чернобыль», радиоактивные частицы добрались до Швеции и Финляндии. Не будем говорить об остальной Европе. Но мы не будем зацикливаться на атомной энергетике и ядерных взрывах. Они случаются редко, и буквально каждая катастрофа становится поводом для усложнения протоколов безопасности и усовершенствования систем. А вот заводы горят чаще, и не всегда это что-то безопасное для окружающего города, как это было в Индии в 1984 году. 3 декабря в столице штата Мадхья-Прадеш на химическом заводе Union Cardip произошло закипание метилозоцианата, что привело к повышению давления и разрыву аварийного клапана. В результате за 1,5 часа ночью в атмосферу было выброшено около 42 тонн ядовитых паров. Хотя официально о причинах взрыва клапана до сих пор ничего не известно, эксперты настаивают, что об утечках и заражении ближайших к заводу вод сообщалось еще в 1976 году, а неурожаи в Индии в 80-х годах снизили спрос на продукцию завода. К июлю 1984 года завод собирались продать, но покупатель не был найден, и производство пестицидов на заводе продолжалось несмотря на устаревшее оборудование, которое к тому времени уже не соответствовало нормам безопасности. Именно эта катастрофа показала, насколько метилизоцианат может быть убийственным. При том, что метилизоцианат не имеет запаха, самое небольшое его появление в воздухе может приводить к раздражению слизистых глаз, носа и горла, а также к серьезным повреждениям кожи, боли в груди и приступам астмы. Превышение же в организме 21 промилле вещества приводит к отеку легких, эмфиземе и кровотечениям, бронхиальной пневмонии и смерти. По различным данным, общее количество пострадавших оценивается в 150-600 тысяч человек. Из них 3000 погибло непосредственно в момент катастрофы.
и еще 15 тысяч в последующие годы умерло от последствий воздействия химикатов на организм. Эти цифры дают основание считать Бхопальскую трагедию крупнейшей в мире техногенной катастрофой по числу жертв. Следующие аварии не стали самыми многочисленными с точки зрения количества жертв, но точно обращают на себя внимание из-за их разрушительных последствий. Один из таких взрывов, вошедший в пятерку самых мощных из неядерных, многие могут помнить. Во-первых, потому что он произошел в 2020 году, а во-вторых, потому что кадры взрыва облетели все социальные сети и интернет-СМИ планеты. А все потому, что на самом деле взрывов в порту Бейрута было 2 с разницей в считанные секунды. 4 августа 2020 года в порту Бейрута раздается взрыв. Он поднимает столб серого дыма. Также очевидцы замечают мерцающие огни, похожие на фейерверк. Он привлекает внимание, и люди начинают снимать последствия, когда столицу Ливана сотрясает второй взрыв до такой мощности, что ученые фиксируют сейсмическую волну мощностью 3,3 балла. В объективы смартфонов попало грибовидное облако пыли и рыжего дыма и последствия мощной ударной волны, которая сотрясала всю центральную часть города. Свидетели отмечали, что даже на расстоянии 10 километров от взрыва дома получили повреждения, а слышно его было даже на Кипре, который находится от Бейрута на расстоянии 240 километров. От взрыва на месте хранилища на причале образовался кратер диаметром около 70 метров, заполненный водой. Но это не все последствия. Всего погибло 210 человек, ранения получили около 6 тысяч человек. Остались без жилья примерно 300 тысяч жителей. Городская инфраструктура также получила серьезные повреждения. А всему виной человеческий фактор. В 2014 году в Бейрутском порту был конфискован груз 2750 тонн селитры, где она и хранилась на складе до злополучного взрыва. На протяжении многих лет начальник склада обращался в суд, чтобы опасный груз был вывезен. Даже проверки ходили. Предположительно, после требования одной такой инспекции устранить свободный доступ на склад, взрывы произошли из-за сварочных работ при ликвидации неконтролируемых проходов. От искр загорелись петарды, также хранившиеся на складе, а следом сдетонировала селитра. Подобный взрыв произошел в 2015 году в порту города Тяньцзинь на севере Китая. 12 августа. Жара. На складах фирмы Жуйхай начинает гореть перегревшийся на летнем солнце контейнер с сухой нитроцеллюлозой. Из-за пожара, распространение которого у пожарных предотвратить не получилось, детонируют и соседние контейнеры, в которых хранится нитрат аммония и другие химикаты. Около полуночи в порту фиксируется 2 мощных взрыва с интервалом в 30 секунд. Местная сейсмологическая служба оценила мощность первого взрыва в 3 тонны тротилового эквивалента, второго в 21 тонну. Были зафиксированы толчки магнитудой 2,3 и 2,9 по шкале Рихтера. Для ликвидации масштабного пожара в порт отправлено еще 100 пожарных нарядов. Но урон уже был нанесен. Число погибших от взрывов составило 173 человека. Среди погибших 92 пожарных. В результате взрыва уничтожено более 1000 автомобилей. 15 августа в атмосфере над городом был обнаружен цианид натрия. Администрация начала эвакуацию местных жителей. Выяснилось, что по меньшей мере 3 многоквартирных дома были построены в радиусе 1 километра от склада химических веществ, что запрещено китайским законодательством. Нечто похожее произошло 21 сентября 2001 года на заводе АЗФ в Тулузе. Просто представьте, с момента одного из самых ужасающих терактов современности проходит 10 дней. Мир до сих пор в шоке, когда на юге Франции раздается взрыв. На месте ангара, взлетевшего на воздух, образуется кратер глубиной около 5 метров и диаметром до 50 метров.
Были повреждены сооружения на территории завода и соседних предприятий. Пострадали и многие жилые здания, около 27 тысяч квартир, и объекты социальной инфраструктуры. По разным данным, погибли от 29 до 31 человека, из них примерно 21 или 22 на заводе АЗФ. 2500 человек получили серьезные повреждения, еще около 8 тысяч – легкие. Материальный ущерб был оценен в 1,5 миллиарда евро. В течение следующих 11 лет предприятие выплатило 16 тысячам пострадавших 2 миллиарда евро. Официальная версия говорит о нарушениях в технике безопасности на заводе и накладывает вину на руководство завода. Однако ряд специалистов, опираясь на многочисленные показания свидетелей, утверждает, что детонация склада была спровоцирована другим, менее мощным взрывом. Сейсмические станции установили, что взрыв на АЗФ был сопоставим с землетрясением магнитудой 3,4. По одной из версий, второй взрыв был значительно сильнее, и именно он является взрывом склада нитрата аммония. Первый же взрыв мог произойти на соседнем предприятии, связанном с порохом и взрывчатыми веществами, где в результате катастрофы погиб один работник. Другой причиной первого взрыва мог быть теракт, что косвенно подтверждается рядом свидетельств. И если вы подумали, что для безопасности достаточно не ходить рядом с заводами и не приезжать в порт, то сейчас мы вас расстроим. Иногда взрываются и поезда. Например, 23 апреля 2004 года руководство Северной Кореи подтвердило, что за день до этого на станции Йончон столкнулись поезда, нагруженные сжиженным газом и нефтью. По данным, представленным КНДР, в тот день в результате взрыва пострадали более 1000 человек и были разрушены более 1800 жилых домов. Кроме того, были найдены тела 50 погибших. Уже через сутки причиной аварии назвали короткое замыкание во время перевода на запасной путь вагона с нитратом аммония. 26 апреля Северная Корея впервые официально опубликовала сообщение о 150 погибших и 1300 раненых в результате взрыва на железной дороге 22 апреля. Разрушенными оказались до 30 зданий общественного назначения и предприятий, а также жилых построек, в которых проживали 8100 семей. Из них здания, в которых жили 1850 семей, полностью стерты с лица земли. На месте взрыва, по данным агентства, образовалась воронка глубиной 15 метров, а радиус поражения составлял 1,5–2 километра. Такие жертвы и потери при том, что взорвались грузовые поезда. Однако, бывали случаи в истории человечества, когда подобное случалось и с пассажирскими поездами. И нет, мы не про аварии, когда поезда сталкиваются, а именно про взрывы. Что случилось? В ночь с 3 на 4 июня 1989 года два встречных поезда номер 211 Новосибирск-Адлер и номер 212 Адлер-Новосибирск, а точнее сотни их пассажиров, стали жертвами неудачного стечения обстоятельств. А именно, недалеко от железнодорожных путей был проложен газопровод, в котором образовалась трещина. Погодные условия и ландшафт местности способствовали скоплению газа в низине. Примерно за 3 часа до катастрофы приборы показали падение давления в трубопроводе. Однако вместо того, чтобы искать утечку, дежурный персонал лишь увеличил подачу газа для восстановления давления, что только способствовало появлению эдакого газового озера из пропана, бутана и других углеводородов. Машинисты проходящих поездов сообщали о специфическом запахе на участке пути Улу-Теляк-Аша. Но и эти сообщения были проигнорированы. Вишенкой на торте стала задержка самих поездов, из-за которой они проходили эту часть маршрута одновременно. А дальше случайная искра или же окурок одного из пассажиров. Но в час ночи в низине прогремел взрыв, который по некоторым оценкам не уступал в мощности взрыва в Хиросиме. Ударной волной в городе Аше выбило стекла, а он находился более чем в 10 километрах от места взрыва. Свидетели видели столб пламени на расстоянии более чем 100 километров.
Возникший при взрыве пожар охватил территорию около 250 гектаров. Взрывом было повреждено 37 вагонов и 2 электровоза. Из них 7 вагонов, в том числе и электровозы, до степени исключения из инвентаря. Кратковременный подъем температуры в районе взрыва превысил 1000 градусов по Цельсию. Место катастрофы было расположено в труднодоступном малонаселенном районе с горнотаежной местностью, что затруднило оказание первой помощи. На месте было обнаружено 258 тел погибших. 806 человек получили ожоги и травмы различной степени тяжести. 317 из них умерли в больницах. Всего погибли 575 человек. 623 пассажира были признаны инвалидами из-за полученных ожогов и травм. Бывало и такое, но мы закончим сегодняшнее видео взрывом, который уничтожил целый город. Все как водится, началось в порту Техас-Сити. 16 апреля 1947 года на борту грузового судна «Гранкан» во время погрузки начался пожар. Члены команды заметили поднимающийся столб черного дыма. Очень быстро пожар привел к детонации 2100 тонн аммиачной селитры. Один взрыв спровоцировал другой, третий, четвертый на стоящих поблизости кораблях, складах и даже нефтехранилище. Сильный пожар в порту также стремительно перекинулся на остальной город. Порт, значительная часть города, предприятия и заводы сравнялись с землей из-за взрывов и пожаров. Более 1100 автомобилей и 362 грузовых вагонов были повреждены. Имущественный ущерб оценили в $100 миллионов. В одном только порту пострадало более 5000 человек. 581 человек погиб. Всего число умерших достигло 1500. Эти события стали поводом для первого коллективного иска против правительства США. Комиссия Сената США назвала причинами трагедии грубое нарушение правил упаковки аммиачной селитры и вообще правил техники безопасности при погрузочных работах. Например, грузчикам не запрещалось курить, и, судя по всему, окурок стал причиной возгорания. Также в беспечном отношении к аммиачной селитре были обвинены администрация порта и капитан судна «Гранкан». Ну а незнание местной пожарной службы о правилах тушения аммиачной селитры только усугубило дело. Друзья, у вас есть возможность попасть в команду Pancake. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском и английском языках, или же вы пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите нам на почту в описании. До встречи в следующих видео.